Мэри, владелица очаровательного белого лабрадора по кличке Белла, жила спокойной жизнью на окраине небольшого городка, окруженная любимыми книгами и теплом своего уютного дома. Ее дни казались совершенно обычными, пока однажды Белла не принесла на свет сразу 15 щенков. Этот радостный момент наполнил дом звонким щенячьим визгом и создал множество новых забот и хлопот. Маленькие белые комочки с мягкой шерстью и энергичными хвостиками стали центром внимания, и каждый день Мэри начинался с их веселых игр и прыжков. Однако спустя несколько недель хозяйка заметила, что двое из малышей вели себя совсем не так, как остальные. Они были удивительно сильными для своего возраста, проявляли легкую агрессию, а их шерсть выглядела более гладкой и блестящей. В глазах этих щенков была странная загадка, что сразу обеспокоила Мэри, и она решила обратиться к местному ветеринару, доктору Гранту, известному своим профессионализмом и опытом. Доктор Грант приехал к ней домой, чтобы провести осмотр и вакцинацию всех щенков. Это был спокойный и опытный специалист, который сразу обратил внимание на двух необычных малышей. Осмотрев их, он подозвал Мэри и ошеломил ее невероятной новостью. Двое щенков на самом деле оказались детенышами черной пантеры. Мэри не могла поверить, что маленькие хищники каким-то образом затесались среди щенков ее любимой Беллы. Доктор Грант вспомнил недавний репортаж, в котором говорилось о побеге черной пантеры из местного зоопарка. Несмотря на поиски, хищницу не нашли, и, как оказалось, она нашла убежище в лесу неподалеку. Видимо, родив, она оставила детенышей, которые по странной случайности оказались среди щенков Беллы, а та, следуя материнскому инстинкту, приняла их как своих. Тем не менее, возникла серьезная проблема. Мать-пантера могла вернуться за своими детенышами, и это представляло опасность для всей семьи Мэри. Понимая риск, женщина хотела обратиться в полицию, но доктор Грант предложил сначала найти способ безопасно вернуть малышей их матери. Он собрал команду опытных зоозащитников и специалистов по охране дикой природы, предложив Мэри участвовать в спасательной операции. Несмотря на тревогу, женщина согласилась. На рассвете Мэри и команда спасателей отправились в лес, где, по их предположению, могла скрываться пантера. Взяв с собой ловушки и клетки, они продвигались осторожно, изучая следы. Спустя несколько часов они заметили свежие отпечатки лап и следы недавней добычи. Напряжение усилилось, когда пантера неожиданно появилась на камерах наблюдения и стала двигаться в их сторону, настороженно изучая их приближение. В этот момент Мэри, собрав все свое мужество, осторожно вышла вперед, держа клетку с детенышами, и поставила ее на землю, надеясь, что мать узнает своих малышей. Пантера остановилась, глядя прямо на женщину, и между ними словно установилась невидимая связь. Через мгновение, узнав детенышей, пантера успокоилась и подошла к клетке, позволив команде безопасно отправить ее и малышей обратно в зоопарк. На следующий день Мэри пошла навестить пантеру и ее детенышей в зоопарке, чтобы убедиться, что они адаптировались. К ее удивлению, детеныши узнали ее, подбежали к решетке, ласково потираясь о ее руку. Этот момент тронул ее до глубины души, ведь ей удалось помочь этим удивительным существам. За ее смелость и участие в спасении пантеры Мэри получила пожизненный абонемент в зоопарк для всей семьи. Но для нее главным стало осознание того, что доброта и мужество могут творить настоящие чудеса. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.